Хакасия очень интересный регион, здесь много истории, много этники, шаманизм был развит. Рядом находится Тува, Ергаки, скальный комплекс очень интересный. Много наскальной живописи, то есть наскальные рисунки, которые рассказывают о том, как жили древние люди, как они здесь охотились, изображения людей, животных. Очень много курганов, могильных камней, комплексов различных. Здесь на камнях вытесывались, личины делали, то есть люди поклонялись там своим каким-то богам. Если есть возможность, посетите музеи в Минусинске, в Абакане там музей открылся хороший, новый. То есть много-много интересного здесь. Большой такой регион, богатый историей, своей этникой, специфичностью. Здравствуйте. Здорово. А вы Сергей? Да. Я Андрей. Помните, мы с вами созванивались по поводу того случая аномального на полях? Да, помню. Можно я камеру поставлю, поснимать, оперативная съемка? Можно снимать. Лицо, все, лицо не буду снимать, мне звук в основном нужен. Ладно, ну расскажите как бы заново всю историю, как дело было. Ну, убирали пшеницу, до конца вообще не убрали. Пришлось ставить технику здесь. Я остался ночевать, охранять ее. Там курганы были, проснулся ночью по нужде. Смотрю, люди танцуют. Так, светло было или темно? Ну, это светало уже. Ну, как бы хорошо видно было людей или нет? Ну, видел. А сколько было человек? 4. 4. Так, а что, так, скажите, ну а дальше, как бы, что там, вы к ним не пошли, что происходило? Я начал подходить, они почему-то давай исчезать, растворяться. Убежали, может быть, спрятались в траве? Какая-то либо дымка была, либо туман. Угу. Так, а дальше? Я взял монтажку, пошел к кургану. Но уже никого не было. Обошел весь курган, деться им там было некуда. Вот такое же поле, как и здесь. Ну, то есть, как бы видно, просматривается, и никто не убегал там, да? Никто никуда не убегал. Хер его знает, куда все делись. Ну, то есть, вы как думаете, это люди, физические люди это могли быть? Или что это может быть? Не-не, какие люди? Это не могут быть люди, они же исчезли. Так, а подождите, а вот курган, может, спрятались в курган, там какой-нибудь проход вниз там есть? Нет, какой проход вниз? Ну, а курган, это же склепы там раньше, ну, хоронили же людей. Ну да. Ну, а может, там какой-то проход, просто спрятались, вы их не заметили там? Не-не, курганы завалены. Там навряд ли кто может быть. Скажите, а вот фигуры вот эти, на что они похожи? Это как бы люди, руки, ноги, там у них голова были? Люди в дыму. А как, люди в дыму? А танцы, что, как бы на танцы на что походят? Танцы походили, как шаманы у костров танцуют. Ритуальные какие-то. Типа ритуальные, да? А фигуры мужские или женские? Не знаю, но мне показалось более женские. Не замечали вот днем на следующий день ничего там странного? Нет, мы докосили и уехали. Скажите, а у вас есть время там вечером свободное, чтобы скататься, может, покажете, где курган эти, само место, где все это происходило? Нет, сам я туда не поеду, а показать на карте, именно где этот курган находится, какой из них. Ну, какую-то схему там нарисовать можете, да? Нарисовать вам могу. Ага, не поедете, значит, да? Нет, не поеду я туда. Ну ладно, спасибо за информацию, Сергей. До свидания. Счастливо. Сейчас еду на то место, о котором рассказал свидетель, здесь не очень далеко. Постараюсь найти то поле с курганами и найти именно тот курган, на котором происходили эти странные события. Ну и днем, пока светло, посмотрю, что там вообще происходит на месте. Так, вот я вижу поворот, поле со скошенной пшеницей, а вот и курганы показались. Ну все, приехали. Ух ты, коршун какой. Похоже, какой-то местный дух меня встречает.
Итак, вот я вышел на поле. Вот это здесь видны курганы. Так, объектив широкий, плохо видно. Значит, вот здесь они находятся. И вон там сейчас схожу поближе, посмотрю, осмотрю. Интересный курганный комплекс, достаточно большой. Здесь рядом проходит трасса. Очевидец мне нарисовал схему, и те события, которые он наблюдал, они проходили вон на тех курганах. Сейчас я осмотрю ближайшее и схожу туда. По полю хорошо ходить, скошенное. Значит, там позади меня 6 курганов, и впереди 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6. Сейчас подойду к одному поближе, зайду на середину, поднимусь прямо на него, посмотрю. Вот. Курганы — это археологические объекты, копать, нарушать запрещено, поэтому ходим осторожно, аккуратненько. Но я на них иду с целью исследования, поэтому буду очень аккуратен, чтобы ничего не нарушить. Хотя, что здесь нарушать? Холм насыпной. Там, что там внутри, я не знаю. Они, по идее, все должны быть раскопаны. Раньше здесь их грабили, все эти курганы, раскапывали. Не знаю, что там было ценного, интересного. Вот. Затем археологи все их проверяли. И, по-моему, они сейчас должны быть все пустые. Вот рядом с курганом нашел вот такой камушек. Камни начали попадаться, их ставили на могильниках. Вот видно борозды, это трактор немножко поскреб его. Вот камушек такой не один, их здесь несколько валяется. Сейчас пойду на курган. Так, ну вот этот курган, о котором говорил очевидец. Сейчас аккуратненько его осмотрю. Поднимусь наверх, может что-то интересное замечу. Так, форма у него круглая. Сейчас пойду наверх. Так, трава здесь достаточно высокая. Так. Идти аккуратно, чтобы не провалиться в какую-нибудь дыру в земле. То попаду в какой-нибудь склеп, где ребята лежат. Ребята мне скажут, что привет, сосед. Я скажу, не-не-не, ребята, я вам не сосед пока что. Рановато еще. Так, вот я вышел практически на середину. Так, вот здесь трава чуть меньше на середине. Вижу небольшое как бы углубление. Но, видимо, раскапывали просто, потолка нет. Все, вытаскивали сверху. Да, небольшое углубление есть. То есть, скорее всего, этот склеп получается, склеп, курган, получается пустой. Вообще надо посмотреть Google карты, может быть, сверху будет виден какой-то рисунок. Может быть, не знаю, звезда какая-нибудь, либо там что-то еще. Так, значит, сейчас день. Вот я стою на вот этом самом кургане, на котором происходили аномальные явления, о которых рассказывал вот этот тракторист-очевидец. Ну, ничего необычного не чувствую. Эмоциональное состояние стабильное, спокойное. То есть ничего не ощущаю. В целом, как я уже говорил, человеческое тело — это детектор. Вот комары только заедают. Вот это я чувствую, комаров. Значит, сейчас я кое-что сделаю и дождусь вечера, и там уже буду наблюдать. Значит, вот у меня нитки и пластилин. Сейчас буду отрезать по 2-2,5 метра куски ниток и буду пластилином крепить их к стеблям травы. Вот таким образом обойду полностью весь периметр кургана и сделаю такую вот ловушку, хитрушечка я ее называю. Вот. Потом можно будет видеть, проходил ли кто-то физически внутрь периметра, то есть на курган, либо нет. Ну, здесь коровы, животные не пасутся, поэтому только люди могут проходить. Таким образом можно будет отследить, был здесь кто-то, либо нет. Так, вот таким образом это делается. Вот здесь крепится. Вот. Получается такой стык, и пошла наша ниточка вдаль. Так, значит, первый этап закончен. Провел наблюдение, все осмотрел, поставил хитрушечку. Приеду сюда к полуночи, выставлю камеры. Но если будет наблюдаться какая-либо аномальная активность, постараюсь зафиксировать.
Так, вон машина моя стоит. В общем, я приехал. Хожу здесь по полю кругами. Что-то эти курганы найти не могу. Вообще очень сильный туман стоит. Сейчас 2 ночи. Ничего не видать абсолютно. Ну, думаю, пойду хоть это так визуально осмотрю, цела ли моя хитрушечка. Но не то, что хитрушечка, курганы найти не могу. Их. Они большие, их тут несколько. Так, вот, нашел один курган. Вот я вышел на него. Тишина, но бродить здесь одному еще такое себе удовольствие. Ну что ж, один курган нашел. Вообще ничего не видать, полная темень. И туман стоит. Сильный туман. Вообще не знаю, что здесь можно разглядеть, если я только на машине сюда приеду. Дальний свет включу, все фары, и буду освещать, вот тогда, может быть, что-то будет видно. Ну, довольно тихо. Уже начали тут появляться мои друзья, комары. Вот, поэтому, значит, принимаю решение немножко подождать. Вот, скоро будет светать и будет более-менее видно. Тогда уже можно поставить камеры. Может быть, даже без накамерного света, чтобы не смущать танцующие фигуры вот эти. Вот. Ну, я не знаю, как он здесь ночевал. Так, довольно жутковато все это выглядит. Курган здесь, комплекс курганов, он не один. Это склепы, можно сказать. Так, еще постоял здесь немножко в полной темноте. Выключил полностью свет. И подслеживал реакции своего тела. То есть, насколько меняется психоэмоциональный фон. Если это место является аномальным, то, возможно, я начну замечать некие изменения в своем поведении, либо в сознании. Ну, в принципе, в целом все нормально, все устойчиво. Так, конечно, легкая опаска есть, потому что темно, поля-поля. Но не слышу, чтобы кто-то ходил, никакого медведей никаких не видать, да, комары только жужжат. Вообще плохо все видно. Это вот стоит машина, видите? Просто дальний свет фар направлен. Сейчас свет выключу на камерный. Вот. Вообще ничего не видать абсолютно. Вот, кстати, видно в луче фонаря. Видна водяная взвесь. Да, когда темнота. И у меня такое чувство, что я здесь не один. Как будто здесь, где-то рядом со мной, еще находятся люди. Значит, это точная копия склепа. Скифский склеп, или таштыкский их еще называют. Он небольшой. Склепы были разные. Это хоронили людей по 10-20 человек. Большие склепы были по 100 человек. Но в этом 8. Здесь разные детали, различные вещи, предметы. И вот самое интересное, это вот эти вот фигуры. На самом деле это не человек. Здесь находится мешочек с прахом. А сверху сделана фигура из бересты и маски. Они есть разные. Вот есть, сейчас покажу. Вот есть вот такой вот парень. Видите? Он сделан из бересты, потому что он при жизни был плохим человеком. Поэтому сделали ему берестяную фигуру. Маски разные, рисунки на них есть. Это склеп, воссозданный по реальным историческим фактам. Он находится в Ширинском музее. Всем рекомендую сюда обязательно заехать, посмотреть, потому что эта история, то, как здесь все воссоздано до мельчайших подробностей, и очень интересно. Сейчас 5 часов утра. Так, ну вот я пришел к этому комплексу курганов. Вот они здесь. Нахожусь примерно посередине. Значит, сейчас найду свой курган, на котором поставлены хитрушечки. Так, вот до этого кургана дошел. А там вдали виднеется наш курган, на котором были замечены фигуры. Сейчас до него дойду. Короче, камеру поставил. Сижу, наблюдаю, пока тишина. Там вдали, не знаю, слышно, нет, трасса, машины ездят. Сейчас
Мутновато, но видно. Курган. Комары грызут. Прям жестко. Если куда движение замечу, тогда по фото на фотодетектор. Мультиспектральная пленка, она в разных спектрах фотографирует. Может быть, что-то сделается. Что-то видно будет. Ой. Вот он, курганчик. Пока ничего не вижу. Пока что все нормально, спокойно. Что-то заметил, короче. Движение какое-то прям едва уловимое. Сейчас. Короче, что-то есть, что-то двигается. Ё-моё. Туда ходит. По кургану туда ходит. Так, вот они. Вижу несколько фигур. Сейчас, надо туда идти. Все. Так, вот, машет. Сзади бы никого не было. Так, камера там стоит. Две фигуры. Все, никого не вижу. Несколько фигур танцевало. Сейчас, камера. Камера пишет. Вот. Надеюсь, записалась. Сейчас. С той стороны забегу. Тихо. Все, звуки вернулись. Блять, комары. Комары жужжат. Птички закиричирикали. Видел несколько фигур. Танцевали. Так камера писала. Все, потом посмотрю. Хорошо. И оперный театр. Так, о том, что... это курган, где я был. Короче, вот здесь. Вот здесь раз, два, три, четыре точно фигуры видел. Так, значит, я сидел. Вон там сидел. Далековато, конечно. Глазами мутно видно. Ну, прям видно движение. Движение, как будто так. Не знаю, как волна какая-то. Там на середине прям. Сейчас тишина, никого. Ну да, прям идентично получается, как свидетельские показания были. Не зря тут ходил ночью. Так, на камере надо посмотреть это дело. Так, ладно. Ой, нихера себе, тут паутина кругом. Так, ладно. Нажал. Все. Так, ну что ж, надеюсь, камера все это дело сняла. Мне так адреналин бахнул маленько. Так жестко было. Ну прям видишь то, чего не может быть, чего не ожидаешь. И сразу меняются психофизические параметры тела, меняются. Звук по-другому становится. Зрение не знаю. Может быть. Нет, сейчас, ну, слышу, там где-то собаки лают. Где-то машины там ездят. Вот птички чирикают.
В принципе, сейчас в норму вернулся. Но реально кто-то был, прям движение видно было. Вот, надеюсь, камера это записала. Приеду дома, посмотрю на компьютере. Вот. Да, кстати, есть чувство, что нужно уйти отсюда. Не знаю почему. Но, в принципе, все, я сейчас в норму-то пришел. Хожу, в принципе, день. Бояться как бы нечего, но видимость так ограниченная. Прям по кругу смотришь и не видно ничего. Вот эти курганы, как-то находишься в центре здесь. Вот. Я же еще успел 2 или 3 фотографии сделать на фотодетектор. Надо будет пленку проявить. Вот, там пленка специальная. Там широкий спектр захватывается. Видно те вещи, которые глазами не видишь. Вот, ну посмотрим. Так, у меня же здесь хитрушечка стоит. Так, сейчас я пойду посмотрю нитку, на целостность проверю. Так, значит, вот нитка натянута. Вот стык, если видно. Так, вот стык, вот нитка. Вот она идет. Вот следующий стык. Вот она дальше уходит. Значит, проверил нитку. По всему периметру кургана нитка целая. Это говорит о том, что физически на курган и из кургана никто не заходил и не выходил. И вот эти фигуры, которые там возникали, то есть они появлялись уже внутри. Не знаю, снизу, сверху, как это все происходило. Либо эти фигуры все-таки не обладают каким-то физическим материальным телом. Ну что ж, вот он курган, на котором все-таки мне удалось заснять аномальное явление, появление каких-то призрачных фигур. Сейчас уже рассвело. Вот, панораму возьму. Вот эти курганы. Вот, так, ладно, надо собираться. Значит, я чувствую, что пора отсюда уходить. Место все-таки сакральное. Надеюсь, я не сильно потревожил местных духов. Или кто здесь обитает. Вот. Мысленно сейчас поблагодарю их и буду выдвигаться к машине.